opportunity to make a few points and to maybe bring a little bit of our experience in tackling this issue of modernization. Большое спасибо за предоставленную мне возможность выступить на вашем круглом столе, и, может быть, я смогу поделиться с вами каким-то опытом, который у нас имеется по решению этих сложнейших проблем в международном масштабе. I'll try and keep my short presentation to about 5 to 7 minutes, and I apologize for not speaking your language, and thanks to Nadia for doing the translation for me. К сожалению, не могу выступить перед вами по-русски, но вот имеется переводчик, и постараюсь говорить не больше минут 5-7, чтобы вам не дать. So we have a presentation? Кто покажет презентацию? The first point I'd like to make is in the fact that I changed the title from lean production to lean design and manufacturing. Мы обычно говорим о бережливом производстве в подобных контекстах. Я специально обратила внимание, что заголовок моей презентации, часть заголовка, это бережливое проектирование и производство. Our experience is that you'll only get about 40% of the productivity improvements in manufacturing just by looking at manufacturing. 60% will come from application of lean into the design of products. Потому что, хотя обычно говорится о бережливом именно производстве, но практика показывает, что только 40% выгод достигается, результатов достигается путем внедрения концепции бережливости, скажем так, именно в производственные процессы, а до 60% там, где речь идет о внедрении этих идей, этих концепций в процесс проектирования и разработки. So that lean design for manufacturability is the place where my home country, Germany, is spending most of its efforts to get further productivity improvements. Я работаю в Германии, и хотя изначально господин Харви англичанин, но работает последние много лет в Германии. И именно в Германии сейчас самое максимальное внимание уделяется именно бережливым методикам в области проектирования и разработки, и потому что, хотя там уже достигнут высочайший уровень эффективности, но вот именно в области разработки все еще можно чего-то такого добиться результата. Now, my comments are based on 30 years experience that we've accumulated with around about 320 companies throughout the world. Наша компания Томас Групп на рынке больше 30 лет, и примерно 350 компаний, 325 компаний клиентов у нас было во всем мире. And just to position why I'm speaking as a consultant, we're there really just to help industry reduce the risk of modernization and to speed it up by transferring knowledge from other industries. В качестве консультанта мы помогаем сократить риски модернизации, ускорить процесс модернизации и достигаем этого путем передачи знаний, передачи передовых практик из одних регионов, одних отраслей в другие. Interestingly enough, lean concepts are not restricted to one industry, and some of the most successful events today are when we take production processes from one industry and transport them to completely different ones, for example in banks. Особенно интересным, вот как мы сейчас наблюдаем, особенно такой вот ключевой современный момент, это перенос принципов бережливого производства, перенос принципов эффективности от одной индустрии к другой, зачастую совершенно с неожиданными сочетаниями, например, из производства в банковское дело, в финансы. Но перенос принципов организации с целью достижения наибольшей эффективности.
The methodologies that Russia is looking at today, which it describes under the banner of lean, have been here for at least 30 years that I can remember, and I think are widely available in the literature and in the universities today. В России сейчас почти все так или иначе говорят о методологии бережливого производства, но я хотела бы сказать, что методологии эти существуют уже 30 лет, больше 30 лет, и информация о них хорошо известна, очень много информации в литературе, естественно, в интернете, разработанных материалов. Whereas in the 1970s, 1980s and 1990s we were working with companies like ABB and Siemens and Bosch on specific methodologies. Today, this body of knowledge has come together into one set of manufacturing improvement programs. В начале, начиная с 70-х, 80-е, 90-е годы, эти методологии разрабатывались, рождались в непосредственной работе, в частности, вот в нашей работе, в работе с такими компаниями, как ABB, Siemens, Bosch. И тогда именно вот зарождались те идеи, которые теперь достигли такого полноты, что ли, научной и информационной. And our view is that Lean, Six Sigma, re-engineering technologies are one set of tools that will help modernization. И хотя вот я начал свое выступление с понятия бережливого производства и бережливого дизайна, бережливой разработки, мы смотрим на все вот эти методологии, все те, что перечислены здесь перед вами, 6 сигма, бережливое производство, тотальное управление качеством и так далее, как только набор инструментов. Это просто набор инструментов. Мы не смотрим на... Именно потому что, даже добавлю от себя, они сами участвовали в создании этих методологий, как бы они не смотрят на них как на некий эталон, а все это происходит в постоянном развитии и с использованием просто набора средств. And I'd like to make 2 points with this slide. If you, I apologize, some of the text is. Извините, что тут текст немножечко наехал. But our experience is you can get from your current level of performance up to something we would call best demonstrating practices. That's the best performance available with your existing equipment and existing people, and get something like a 30% productivity improvement without investing necessarily in new equipment. Наша главная задача всегда, вот как немножко хорошо видно на этом слайде, это достижение стратегически лучших результатов для данной компании изначально с имеющимися ресурсами, изначально без привлечения дополнительных средств, без привлечения инвестиций. И по нашему опыту любая компания может увеличить свою результативность примерно процентов на 30 без всякого привлечения дополнительных ресурсов. Getting from this green line up to the blue line requires you to use more modern technology. То есть в первом случае речь шла о достижении точки на красной линии, отправной точки, текущие результаты, до достижения лучшего из уже достигнутого, то есть зеленой линии. Вот здесь вот как раз речь идет о 30% без привлечения каких-либо дополнительных инвестиций. Достижение точки на синей траектории возможно с привлечением дополнительного оборудования или дополнительных инвестиций. But all the steps are based on the implementation of lean processes, which is an assumption you need to make a fundamental step, whether you have a lot of money to invest or not. Но фундаментальным принципом всегда является здесь достижение бережливых процессов во всей работе предприятия, независимо от того, какими средствами вы располагаете для инвестирования, или эти средства очень ограничены. This is not an opinion that I have alone. Many others share the view that the modernization task is more than lean or just purchasing new equipment.
Я не один в том убеждении, что модернизация в России не будет заключаться только в использовании бережливых методологий или в закупках нового оборудования, переоборудования. You can see from the top chart here that there is an enormous productivity gap to that which US companies have today. Вы вот из схемы видно здесь вот написано по-английски, но речь идет о сталелитейной промышленности, о торговле, о розничной торговле, о розничном банковских услугах, строительстве, жилищном строительстве и электроэнергетике. Здесь виден тот огромный разрыв, все еще существующий между производительностью труда в этих отраслях в России и в США. And I would like to support the two quotes that I have copied here in saying that a modernization program must, of course, include equipment, but it must include business processes and it must include people systems. Вот в тех цитатах, которые я привел из лидеров российского бизнеса, я согласен с их мнением о том, что модернизация это не только, опять же таки, бережливые методологии, модернизация это не только переоборудование, но в первую очередь это изменение в ментальности людей, это изменение в культуре производства. So that when you tackle modernization, you're tackling three types of barriers that are stopping you moving into a competitive world. Перед нами, когда мы пытаемся модернизироваться, перед нами встает три типа барьеров, которые мешают нашему продвижению к наиболее современному, наиболее эффективному производству. The easy ones are the green subject matter barriers. That means buying new equipment. Самое, вот то, что обозначено зеленым, барьер в конкретных задачах, это играет на самом деле наименьшую роль. Это, с этим иметь дело проще всего, это как раз и решается, эти задачи решаются закупкой нового оборудования или каким-то технологическим перевооружением. The huge amount of potential lies in fixing business processes so that they are lean and effective. Обычно значительно больше потенциала возникает в результате изменений, снятия барьеров в бизнес-процессах, снятия, превращения этих бизнес-процессов в бережливые. The most important and the most difficult to change, however, are the cultural barriers, which is the way in which you look at and manage your businesses. Но наиболее трудно, конечно, бывает всегда иметь дело с культурными барьерами, снятие культурных барьеров в том, как сами участники производственного процесса видят свою работу и как они управляют бизнесом. And believe me, you're not alone in that. If you just remember what condition General Motors was in 18 months ago, and that was purely a cultural problem with their management. Когда мы смотрим даже на такие компании, как General Motors, например, 18 месяцев назад, это гигантские проблемы, которые перед ними стояли тогда. Это проблемы, вызванные в первую очередь культурными проблемами, культурными барьерами. So we will see whether the American car industry can compete with the Germans and the Japanese and the Chinese. Вопрос, до какой степени американское автомобилестроение таки в состоянии конкурировать с японцами, с немцами и теперь уже с Китаем, в общем-то, все еще остается открытым. This slide shows for me the three areas of modernization that need to be addressed. Здесь, вот на этом слайде, три участка, три компонента модернизации. The top box is about the strategy. You have the will. I hear the words in the politics. Наверху мы говорим о процессе внедрения стратегии, то есть это как бы воля к изменениям, это наличие стратегических решений, которые заявлены в бизнес-планах или в решениях руководства. But this needs to be communicated and forced down to the
general director level in manufacturing organizations. Если руководство или собственники предприятия принимают решение о модернизации, это решение должно быть передано на уровень, спущено на уровень собственно менеджмента, управленцев. The four modernization areas that I think are important are to deal with management and the company organization. Организационная структура. The methods like lean, business processes and the IT platforms. Методы и бизнес, которые включают в себя бережливое производство, внедрение компьютеризации, внедрение информатики, автоматизации. The technologies, and by that I mean the equipment and the products that you are able to use. Под технологии и продуктами я имею в виду оборудование и те продукты, которые вы используете в своей And of course, people and culture. И, наконец, последнее, но самое главное, это люди и культура. So to get at lean production, product innovation and product development, as I have said, is the root cause of 60% of the inefficiencies when it comes to manufacturing Как products. я сказала в начале, вот эти два низших левых столбца, планирование инноваций, технологий и разработка продукта, могут быть источником 60% достижений на направлении модернизации, направлении повышения производительности труда. Производство только третье. There's a list there of in production and product life cycles for the major topics on the right-hand side that need to be addressed when you're modernizing manufacturing. Но когда мы говорим непосредственно о производстве, вот тот список вопросов, которые приходится решать, макеты, рабочий процесс, технологии оборудования и так далее, это те основные ключевые моменты внутри, собственно, модернизации производства. So the success in manufacturing improvements will depend on how well you tackle the four modernization areas for all of those topics. Успех модернизации будет зависеть от того, до какой степени вы внедрите эти изменения, измените эти узловые моменты во всех четырех вот названных здесь сферах модернизации. So in summary, I would say the success of lean production in Russia is going to depend on how willing companies are to tackle their business processes and their people systems alongside a carefully selected technical modernization. То есть, подводя итог, успех модернизации в России, на мой взгляд, будет зависеть наряду с успешным внедрением новых технологий, наряду с перенесением технологических инноваций, будет в первую очередь зависеть от того, насколько компании готовы к изменениям и изменениям своих бизнес-процессов, превращением их в бережливые бизнес-процессы и изменением методов управления персоналом. Thank you very much for your attention. Большое спасибо. Спасибо большое. Я бы хотел дальше продолжить наше общение и хотелось бы попросить пару слов сказать Александра Алексеевича Карлика, проректора по научной работе Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, и услышать мнение нашей вузовской науки, тем более Александр Алексеевич руководил работой над концепцией развития промышленности Санкт-Петербурга, и очень бы хотелось знать, что заложено в рамках данной концепции из механизмов и инструментов модернизации, заложены ли вот те инструменты создания бережливого производства, о которых говорил господин Харви, и говорилось о том, что действительно модернизация